Мужчина по имени Алексей служил в армии много лет и прошел через множество испытаний. Но самой суровой проверкой для него стала война в Чечне. Все, что он видел и пережил во время боевых действий, оставило в его душе глубокие шрамы. Но он не сдавался, и когда в 1996 году война наконец закончилась, Алексей вернулся в свое село, решив начать новую жизнь. Леха, как его называли друзья и сослуживцы, стал ветераном боевых действий. За свою службу он получил множество наград и в прибавок много денег. Это привлекло внимание окружающих, и вскоре Алексей стал почти самым богатым человеком в глухой деревне. Его дом стал символом успеха и процветания, а его просторные земельные участки были образцом роскоши для местных жителей. У Алексея был верный друг, Алабай по кличке Шторм. Этот пес был его верным спутником на протяжении многих лет, как в военное время, так и в мирное. Шторм был не только преданным и храбрым, но и невероятно умным. Он всегда чувствовал настроение Алексея и был готов броситься на помощь в любую минуту. Однажды вечером, когда Алексей сидел на веранде своего дома, он почувствовал странную тревогу. Что-то сказывалось на его инстинкте, и он понял, что что-то необычное происходит. Внезапно, из-за зарослей кустарника, во двор вошла группа мужчин. Узнав бандитскую братву, Алексей понял, что его жизнь в опасности. Братва приближалась к Алексею с намерением убить его и отобрать все его богатства. Страх охватил сердце ветерана, но он не собирался сдаваться без борьбы. Но в момент, когда его уже поставили на колени, внезапно раздался лай. Это был Шторм, который, будучи невидимым, скрылся в кустарнике. Храбрый пес решил защитить своего хозяина, несмотря на опасность, он не смог стерпеть, что кто-то собирается причинить вред Алексею. Шторм набросился на бандитов, покусал их и сумел отвлечь их внимание. Этот момент хватило Алексею, чтобы воспользоваться своими военными навыками и защититься. Бой был жестоким и кровавым, но Алексей смог одолеть всех нападавших. Братва, испугавшись отваги и силы ветерана, быстро покинула его участок, оставив за собой лишь следы страха. Алексей, сидя на коленях и оглядываясь по сторонам, понял, что его верный друг спас его жизнь. Шторм вернулся к нему, виляя хвостом и ощущая гордость за свой подвиг. Алексей обнял пса, сильно трепещущего от волнения, и понял, что без него он был бы погибшим. С тех пор Алексей и Шторм стали еще более неразлучными. Они продолжали жить в своем доме, но теперь они были еще более осторожны и бдительны. Легенда о их подвиге распространилась по всей деревне, и Алексей стал символом силы и храбрости для всех. Мужчина по имени Алексей и его верный Алабай Шторм продолжали защищать свою землю и свое село от зла. Они стали символами надежды и выносливости, их история вдохновляла людей на преодоление трудностей и несение справедливости. История Алексея и Шторма стала легендой, которую рассказывали от поколения к поколению. Она навсегда останется в сердцах людей, напоминая им о силе веры, дружбе и отваге. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.